Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Таро прогноз на 2026 год. Старинный цыганский пасьянс. События с первых дней года и до конца мая. И кто-то спросит, почему такой странный временной период? Ну, я бы сказала, это будет связано с новой точкой отсчета. 26 апреля, самый конец апреля, планета Уран переходит в знак зодиака Близнецы. И у нас с вами создается конфигурация именно в конце апреля. И это будет оказывать влияние на май, потому что май – это первый месяц, когда мы можем прочувствовать эти энергии. Когда две серьезные планеты, могущественные планеты трансформации перемен. Уран и Плутон. Плутон у нас в Водолее, а Уран у нас будет в Близнецах. Так вот, эти две планеты находятся в воздушных знаках зодиака. И это будет связано с тем, что словно перезагрузка матрицы собственной судьбы. И поверьте, это не просто слова. В жизни каждого из нас придется словно что-то неизбежно менять. Или адаптироваться к тем событиям, которые происходят, но и организовывать собственную жизнь несколько иначе. Вот давайте узнаем, к чему быть готовым, к чему приготовиться. Вот этот небесный мост, который происходит в 26-м году между прошлым и будущим, может такую петлю реальности для нас создавать, когда нарушаются причинно-следственные связи. И кто-то спросит, это вообще о чем? Что мы можем чувствовать или как это можно переложить на нашу реальную жизнь? Вот представьте, что вы, мои дорогие скорпионы, проживаете в один момент сразу несколько этапов, которые были с вами когда-то. Это есть какой-то опыт, безусловно. Это есть какие-то ситуации или ваши мечты, какой-то проект, который был отодвинут надолго. Или то, что вы себе представляли, но на прежние периоды жизни не могли это осуществить по разным причинам. Здесь как будто, знаете, это может напоминать какой-то хаос, но тем не менее оно все будет отстраиваться. Я бы сказала, не упустить какую-то возможность будет очень важно. Ну, давайте узнаем. И как раз карты пасьянса, они больше о событиях. На пороге каких событий с первых дней года вы стоите, мои дорогие любимые скорпионы? И, конечно, останемся реалистами, но подсказочки рассмотрим. Ангел. Вот если мы спросили с первых дней года, чего ждать, да, или к чему приготовиться, но вы не одни. Вот есть тот человек, который вас любит, как минимум один. Причем ангел, но своеобразная поддержка свыше, и да, да, планетарно даже для вас это все-таки добрый период. Поэтому здесь сама по себе возможность какая-то есть. А с другой стороны, может быть, это вот именно лицо, то есть один человек, который для вас очень важен, близок вам душой. Это верность. Это, ну, где-то, может быть, и преданность. Но это тот, с кем вам хорошо, с кем вам хочется быть. Пойдем с вами дальше. На пороге каких событий стоит Скорпион? Что произойдет, что случится с первых дней года? Для кого-то из вас получение важных бумаг. Конечно, карта письмо, которая изображена в этом пасьянсе, но все же это больше именно как бумага, потому что сургучная печать, конверт или, может быть, получение важного документа или подготовка такового. Я тоже могу предположить. Но у кого-то это что-то более значимое, потому что, смотрите, как будто ваше желание исполняется. И корабль – один из символов Меркурия. А Меркурий как раз это планета-управитель близнецов, мои дорогие. И символ этот говорит о переменах, причем добрых переменах, потому что через исполнение желания. И, может быть, это у кого-то документ вам открывает как путь к возможностям каким-то. Но я должна сказать, какое-то желание на начало года у вас точно исполнится. Вы можете о чем-то переживать. Ну вот куда без этого, да? Вот этот череп – это не есть что-то конкретно материальное или то, что присутствует в реальной жизни. Это наши думы,
Вот надумать мы можем многое, поэтому, ну, где-то себя останавливайте. И если есть или вы видите риск погрузиться в какую-то ненужную глубокую философию на мелком месте. Смотрим, что еще у вас совпадает. Ух ты! Семейное счастье. И помимо семейного счастья, я должна сказать, что тут у вас складывается вообще какая-то, может быть, новая конфигурация личной жизни. Вполне вероятно. Пусть это с теми людьми, которых вы уже знаете. Или когда у кого-то из вас ведь по семейному как бы подкове, да, тут и семейное счастье– это то, что прописано. Но, с другой стороны, это не только люди, да, вот как ангел, или один человек, не только домочадцы, но это у кого-то вопросы жилья. Или куда вы планируете, может быть, переезжать, перемещаться. А вот как раз корабль это тоже может как свидетельством быть. Какие-то планы Скорпион себе поставил. Видимо, часть где-то в январе она уже как будто будет, ну, как или исполнится, или вы уже точно видите какую-то траекторию, мои дорогие. И для вас это как открывает пути, дороги. И ведет, может быть, как раз к семейному счастью. Более того, в нашем пасьянсе мы можем складывать значения, которые находятся в картах по горизонтали, по вертикали в крайних рядах. У вас выпадает корона, символ власти. Конечно, не исключаем мы того, что это и вы будете что-то согласовывать, да, узнавать, обращаться, может быть, в высокие инстанции, к официальным лицам, может быть, и какие-то документы, опять же, да, вот так вот с юридической позиции нужно оформить грамотно. С одной стороны, это сильный мир из всего, да, какая-то система иерархии, но корона– это символ власти, это и в ваших, опять же, возможностях очень многое как-то правильно употребить, или свои силы приложить, или в какой-то, может быть, даже сложной конфигурации найти правильный выход, потому что сил у вас, власти достаточно. Может быть, у кого-то конкретно есть тема, потому что если мы говорим корона, а рядом у нас переживания, могут быть и банальные, получится, не получится. Вот мы сидим и думаем. Но, в принципе, в целом, все карты пасьянса как раз и говорят, что, ну, если правильно ты какие-то действия свои рассчитаешь, то почему нет? Все получится. Есть еще и такое значение, как у цепи, сердечная тяжесть. Вам как будто мешает только одно. Ну, какие-то очень глубокие размышления. Ведь это где-то тревога. Или это, знаете, какое-то предчувствие. А тем не менее, нам карты не говорят, что тут что-то, по крайней мере, насколько мы можем верить картам, что есть объективные какие-то предпосылки тревожиться. Или почему у нас вот это желание не должно исполниться. Не притягивайте к себе каких-то отрицательных мыслей, мои дорогие. Конечно, быть внимательным нужно, потому что мы не на картах пасьянса, а в реальной жизни с вами живем. Но все же я для вас вижу возможности. Правда, что тут скажешь? И пока я с вами говорю, просматриваю, что мы тут можем по вертикали, по горизонтали еще соединить. Я не вижу совпадений. Пойдем с вами дальше. И первая карта. Что нового войдет в вашу жизнь в 2026 году до конца мая? Будущее. Но, может быть, раньше, чем будущее, да, справедливость. Аркан– это как раз причинно-следственные связи. Если мы сказали, они нарушаются. Но они нарушаются, это где-то конец апреля, мои дорогие. И поэтому можете взять четко такую дистанцию, а я вас хочу пригласить на свой сайт, если у меня такая статья «Коридор возможностей». Там разные, кстати, статьи, перейдите, прочитайте. Я думаю, вот по вашему делу, вопросу вы найдете подсказок больше. По крайней мере, вы же знаете свою траекторию. Стало быть, альтернативный вариант вы уже где-то можете предусмотреть. Но это ведь тоже причинно-следственные связи. И поэтому ретро-уран, который у нас в ретро-движении, именно в обратном, это всегда
с приставкой «пере», да, пересмотр какой-то, пересмотр документов, пересмотр согласований, как я уже говорила, или переписываем мы, допустим, какие-то важные, переоформляем важные бумаги. Так вот, смотрите, ретро до 4 февраля, и он в Тельце. Все вопросы, которые касаются денег, дома, благополучия, личной жизни. А после, с 4 февраля до 26 апреля, это уже директный Уран, но он остается еще в Тельце. Поэтому тут будет больше прояснений. А вот уже после 26 апреля и на май, вот там что-то может закрутиться. У вас есть вот эта дистанция на начало года, как и провести правильные балансы, так и уже наметить планы на будущее. Тройка жезлов, карта будущего. Само будущее пытается войти в вашу жизнь. Но, может быть, некоторые ситуации, вопросы нерешенные вам нужно подвести под этот знаменатель, чтобы жизнь пошла с правильной ноги. Итак, что нового идет в вашу жизнь в 2026 году до конца мая? Важное событие или чем вам запомнится 2026 год, особенно до конца мая? Что или кто появится неожиданно в 2026 году и тоже где-то траектория до конца мая. Событие, которое изменит вашу жизнь в 2026 году. В чем ваша сила? Что вас будет радовать, мои дорогие скорпионы? И достанем карту «Совет». Что важно знать, что нужно услышать, это как потоковая информация, и мы это откроем в самом конце. Итак, что же нового войдет в жизнь скорпионов до конца мая? Вот это само по себе новое. Новые известия, новые планы, новые возможности. Может быть, для кого-то из вас, ну, вообще это иногда дети проходят, или информация по пажам. Но паж Пентаклей – это прилежный ученик. Может быть, кто-то из вас будет осваивать новые и приобретать, да, как и новые знания, так и новые какие-то ресурсы, может быть, новая профессия, что-то вы можете изучать или искать подход какой-то новый к тому или иному делу, или пусть это будет тот проект, о котором вы забыли в предыдущий период жизни, вот как я говорила, еще до карт. И вот здесь вы можете подумать, ну вот прежде не было возможностей, а вот сейчас самое время. Вы можете себе сказать, именно пора, потому что по пажу идет именно что-то новое. Не будет как прежде. Давайте мы достанем еще одну карту. Вообще тут новые способы заработка. Новая какая-то конфигурация по финансам. Уран он все дробит. И где-то нам дают подсказку, мои дорогие скорпионы, к примеру, получали вы деньги из одного источника. А теперь по урану. Может быть, стоит задуматься, чтобы второй источник добавить, или как работа, подработка, или какой-то вот вариант, да, или наоборот. Хранили, допустим, свои сбережения в одном банке, а тут вы как-то или счета вот эти вот, да, раздробите. Может быть, как банки тоже вы тут что-то измените. Ну, и мы как будто учимся в этих энергиях плавать. Но с чем это связано? Ну, я вижу все-таки пентакли. Выход из застоя, однозначно. Выход из какого-то тупика. И все то, что я сказала, раньше было невозможно, а теперь возможно. Это какая сфера жизни? Вы как будто учитесь уходить от, может быть, ненужных людей. Или от тех людей, персонажей, которые создают сумятицу в вашей жизни, мешая своими советами. Или это может быть много вопросов у вас, мои дорогие, накопилось, в которых вы участвуете. А здесь вы как будто свои должны силы рассчитать. И это может быть для вас тоже такой с перезагрузкой, когда вы у себя можете спросить, а доколе вот я буду участвовать в том, что для меня не является прогрессом. Это очень символично по Урану. Он ломает, мы говорим, жизнь. По сути, он не ломает жизнь, а он нас ломает в плане нашего восприятия, наших предпочтений, может быть, и так. Мы прежде на что-то согласились, ну, по разным причинам. Но, видимо, наступает время X, когда мы понимаем, что нет, вот пора задуматься о самом себе. И вы здесь будете потихоньку, шаг за шагом, как будто ретироваться от тех людей,
которые пытаются, ну, где-то вас приобщить к какому-то делу, грубо говоря, использовать в каком-то решении вопросов. Потому что Скорпион тут будет занят самим собой или теми делами, которые важны вам. Неизбежное окончание, завершение, как я сказала. И не просто чего-то, а конкретно какой-то очень сложной ситуации, которая не имела выхода. И для вас адаптация совершенно необходима. Тут как жизнь с чистого листа. Да, приходится к новым обстоятельствам, может быть, адаптироваться. Возможно, если мы говорим, это с новостями связано. Может быть, вы услышите какие-то новости, они будут касаться именно с финансовой сферы. И я такое могу предположить, что по части финансов, ну, у нас все уже цифровая эпоха, и кому-то, может быть, доведется именно изучать вот эти ресурсы финансовые. Уже заявлено во многих странах мира именно о цифровизации. И именно финансовая система, она будет трансформироваться. И для кого-то это необходимо добавить знания, а кто-то надумает в этом еще и работать. Тут финансы все же в основе. Может быть, это чья-то заинтересованность в вас через финансы. Вот это я тоже могу предположить. И с учетом ваших прежних взаимодействий, это вы могли оказаться вот в такой патовой ситуации и еще завися от других людей. Вот вы в этом тоже будете ставить точку. То есть прежде, чем мы что-то начнем, мы как будто точно определяемся, куда мы не пойдем, чего мы не хотим. Я бы сказала, это очень важно. Завершение, ведь это трансформация, мои дорогие, 13-й старший аркан. Но пусть Плутон в Водолее, но это ваша планета-управитель. Вы, пожалуй, единственный знак зодиака, который дружит с этим Плутоном, сложной такой планетой, и понимает, вот есть как бы те, ну, направления, которые нам интересны. Но есть и еще нечто, что мы не можем изменить. И против этого идти бесполезно. Намного быстрее мы или с большими плюсами для самих себя, нам лучше проститься именно с тем, что вас словно держит в кандалах, в тисках или просто мешает жить. По семерке жезлов это именно кто-то или что-то мешает жить. Чем запомнится вам 2026 год? Но все-таки нам продолжают тему финансов. И туз Пентаклей, конечно, это финансовое благополучие мы строим. Но это начало. И если мы говорим все же Пентакли, один Пентакль, это правда может быть какой-то проект, как зернышко мы садим в землю, чтобы потом выросло такое благоухающее денежное дерево. Но это может быть еще и, правда, какая-то важная новость, важный документ, с которого начинается точка отсчета новая. Вполне вероятно, этот документ вы прежде не могли получить, а здесь конфигурация какая-то меняется. Может быть, она связана с людьми, может быть, с законами, с какими-то еще постулатами. Но все то, что я говорила, новая точка реальности, новая точка отсчета. И это важное событие. Просто у каждого здесь будет по-своему. У кого-то это будет касаться работы, а у кого-то это будет связано, может быть, с важным известием и в личной где-то жизни, по которому вы примете решение, и вам как будто не захочется даже оглядываться назад. Но все же элемент новостной по этой карте я допускаю. Давайте откроем следующую карту. Что или кто появится неожиданно? А вот правда неожиданно. По рыцарю жезлов это «будь готов к неожиданностям». И, конечно, эта карта еще и скорости, поэтому какая-то информация вас может застать в любом месте, где бы вы ни находились. И вы можете где-то внутренне по рыцарю жезлов, мы, ну, все равно где-то не готовы к этим неожиданностям, но каким-то образом, когда мы быстро на это реагируем, может быть, находим дополнительную информацию, разбираемся, откуда ноги растут у этой либо новости, либо какая, в принципе, конфигурация по делу складывается. И вот эта быстрота реакции, это не значит, что мы так, знаете, с низкого старта куда-то помчались, полетели. Нет, тут нужно быстро просто что-то проанализировать, не отложить это на потом. И тогда
Это, знаете, как удачу за хвост ухватить. Потому что, хочется сказать, заканчивается какое-то болото. Вот в той или иной сфере жизни, где, вот подумайте, у вас сейчас те дела, которые стали как на паузу, или все замерло. Вот я так могу предположить, для кого-то из вас тут как раз, знаете, жизнь набирает темп. Это карта скорости, и кто-то из вас именно из-за новостей или человек, который может к вам приехать, кстати, кто или что появится неожиданно. Просто что? У кого-то это обстоятельства извне, у кого-то это опять же будет какая-то нужная информация, или для кого-то это будет человек, как вестник, как гонец, который тоже приносит какую-то новость, и вам придется быстро принимать решения и, может быть, корректировать свои планы. Будьте к этому готовы. Событие, которое меняет вашу жизнь до конца мая. Какой-то путь нужно проделать в одиночку, мои дорогие. Вот тут целиком и полностью нужно полагаться на себя. Но, как известно, счастье и удача любят тишину. По этой карте вам никто не мешает. Может быть, ведь это мудро, да, вот отнестись к какому-то мудрец, потому что отнестись к какому-то событию или к информации. Может быть, разбить словно на план А, план Б, план С, то, что вы собираетесь сделать. Потому что сложно отшельника, ну, как бы подкупить. Он глух совершенно, и в этом для него плюс. Его невозможно купить на лесть. Его точно так же невозможно где-то выбить из колеи какими-то острыми фразами или чьим-то дурным настроением. Ему все равно. Он на своей волне. И в этом его сила. А мы спросили события, которые изменят вашу жизнь. Внешние события. Я могу так судить, почему. Вот то, что я где-то говорила, уже не повторяюсь, это именно связано с внешними, то есть извне. Но ваша реакция, именно то, что вы думаете, то, что вы будете продолжать или что вы будете завершать, это решаете вы сами. И это меняет вас самих, потому что вы в чем-то точно не захотите участвовать. Может быть, у кого-то это будет связано с переездом. Вот это тогда будет то событие, когда кто-то из вас надумает, что нет, я теперь буду переезжать. Может быть, это будет как предпосылка, какая-то новость, а вы потом просчитаете вот так мудро и видите, нет, надо мне какой-то другой вариант рассматривать. Ну, а для кого-то из вас выход из одиночества. Почему нет? Потому что если с учетом карт пасьянса, мы тут тоже можем завершить одиночество. Давайте мы узнаем, какая сфера жизни, событие, которое меняет вашу жизнь. Вот тебе и подсказка, правда. Еще один старший аркан, и по аркану колесница. Конечно, то, что я говорила, даже внезапная какая-то поездка или когда переезд вы надумаете, а может быть, вы до этого времени ни о чем подобном даже не думали. А здесь видите, что нет бонусов больше, мне надо подумать какой-то новый путь жизненный. Может быть, это у кого-то будет связано с работой. Вы вынуждены по работе куда-то перемещаться. Или по аркану колесница вы хотите работать из любой точки мира. Аркан колесница – это еще и пространство, эфир, интернет. Но я такое допускаю, что сама по себе куда-то поездка вам может помочь кому-то из вас словно выйти из одиночества. Может быть и так. Ведь это карта, по сути, успеха. И карта говорит, не оглядывайся назад, тебе отсюда полный вперед. Вот явно тут как минимум одно событие, а то и не одно. И следующие ваши важные решения меняют не только вашу жизнь, но и вас самих. Два старших аркана. И хоть я хотела уточнить сферу жизни, не сказали карты, у каждого из вас, мои дорогие скорпионы, какие-то свои добрые перемены. Что будет радовать? В чем ваша сила? Ну, вы сами себя будете радовать. Ваша сила просто будет возрастать. И будет здесь, посмотрите, безусловно. Король кубков – это вы, да? И единственная карта в колоде, которая символизирует персону, которая грамотно переключается между чувствами и материализмом. Почему материализмом? Потому что всегда король кубков изображен либо вот на троне,
ну или на какой-то материальной основе. И, кстати, вот эти чувства. Умеет любить, умеет дарить любовь, принимать любовь, но если вопросы требуют рациональных каких-то решений, вот туда вот эти чувства, эмоции король не добавляет. Иначе будет какая-то путаница, винегрет. Да, он не будет добавлять какого-то жесткого прагматизма в вопросах чувств. То есть что-то незримое, то, что не поддается пониманию слова «цена». То есть цены, а есть ценности, есть возвышенное, а есть земное. Что вас будет радовать, вы сумеете это все соединить. И здесь есть прогресс, как и по финансам, но здесь, знаете, вот какая-то душевная, теплая, добрая радость. Хотя, может быть, вам придется принимать, смотрите, какие арканы, какое-то очень важное решение, но оно того стоит. А потому что Скорпиону явно висеть какое-то время вниз головой, ну, как бы неудобно. Иными словами, какая-то зависшая ситуация, она вам надоела попросту. И вы уже явно что-то хотели закончить, завершить. И вот теперь у вас это получается где-то с первых дней года. Карта совет, что нужно услышать. Но вот придется быть таким жонглером. Кстати, карта дает совет: не трать деньги, ты обойдешься 2 пентаклями. И не потому, что денег нет, нет, а именно решают какие-то вопросы ваше умение где-то приспособиться, адаптироваться. Как будто вот этот жонглер, да? Словно вопросы даже, которые могут возникнуть в этот период до конца мая, здесь будет не та в основе ситуации, когда вы за что-то платите, а когда вы умеете именно договариваться, будете легки на подъем. Может быть, даже эти финансы вы где-то сбережете. Поэтому, ну, тоже такая важная подсказка. Нам иногда кажется, да не, я лучше там подойду где-то с финансового захода и быстрее решу какую-то тему. Нет, значит, или быстрее не получится, или надежно не получится. Ну, вот такая серьезная, правда, подсказка. Лучше договариваться или искать каких-то надежных людей. Понимаете, может быть, вам для этого даже придется проделать какой-то путь или несколько шагов. Почему нам и карта говорит: будь легким на подъем? Ну, тогда это будет для вас надежнее. Здесь мы пробуем себя через опыт в новом деле. Почему нам и говорят: пробуй, пока не получится или не надоест. Или как мы новые ресурсы осваиваем, да, вот я об этом говорила, новые какие-то подходы, новый вид деятельности. Есть какое-то начало, и опять же корабль, один из символов Меркурия, нам говорит о том, что перемены на пороге, но нам как будто нужно постоянно к этим переменам адаптироваться. И, может быть, как карта совет, вот эти энергии для вас будут важны не только до конца мая, а и еще и до конца года. Но именно возможности, они будут, видимо, приходить каким-то альтернативным к вам путем. Ну, скучно вам не будет, мои дорогие скорпионы. Ну, собственно говоря, и аркан колесница говорит, что совершенно меняется ритм жизни. Ну и рыцарь жезлов тоже свидетельствует об этом. И к неожиданностям нужно быть готовым, а может быть еще и к быстрому перемещению. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, переходите на мой сайт, читайте мои публикации. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.